Привет, ребята, на канале Margulis Channel. Мы сегодня продолжаем проходить 4-й Silent Hill. Собственно, мы завершили водную тюрьму, по-моему, так это называется, локацию. Сейчас мы идем в мир зданий. Следующая лока. Тетку тут конкретно, конечно, покоцали. Будем, как говорится, пытаться выживать прямо вместе с ней. На хорошую концовку. Ну, она должна выжить. Не знаю там насчет привидений. Они должны в комнате остаться или нет. Сходу, короче, у нас босс. Ладно, я понял. Где чувак этот? Ага, вот он. Его надо как-то ложить. Стоять быстро. Нет. Нет, не получается. Он сзади всегда появляется. Где он? Где он? Исчез. Ладно, почитаем записульку. Это дневник. Я хочу вернуться в то время. Все было так хорошо тогда. Мой день рождения, милый котенок за магазине. Это, возможно, подсказка. Все эти мячики в корзине, играть в бильярд тоже было весело. Дверь время от времени была широко распахнута. Когда я вижу 4 вещи, я не могу не вспоминать то время. Значит, это у нас 4 квестовых предмета, которые нужно найти. Куда он исчез? Молодой чемодан. О, хилы. Возьмем. Это, конечно, это пригодится. Опа, вот и он. Ах ты, сука. Грызет меня. Я тут подтелепало немножко. Блять, опять попал. Никак. Мне надо обязательно замочить. Пригвоздить, точнее. Нет, не получается. Да ё-моё, ну что ж ты, старичок. Давай, быстрее, нет. Баба помогает немножко. Давай, есть, отлично. Блин, ну крови он меня, конечно, знатно попил. Что делать? Ладно, не... Здесь мы сохраним. Пошли в двери. А только какие? Так, я отсюда вышел. Значит, мы идем вот сюда. Угу. Тетку бы, конечно, где-нибудь высадить. Было бы не мешало. Неплохо. Так, здесь 3 кнопки расположены вертикально. Верхнюю, среднюю, нижнюю. Давай на верхнюю. Сверху вниз будем осматривать, что тут есть бесполезно. А теперь надо дверь открывать. Дверь наглухо закрыта. Так. Ой, по-моему, тут длинноволосая, да?
Собаки. Иди сюда. Дави, дави быстрее. Отлично. Справились. По идее, эта локация не очень большая, но тем не менее, как бы... Тем не менее, нужно все уголки обшарить, чтобы... Говорят. Ой, бабу прет. Блин, я еще от этого урон получаю. Женщина, вы со мной? Где она? Все, отпустила я. Пошли. Тетя, не нервируй меня. По-моему, тут должен быть призрак какой-то, да? Звуки, конечно, раздражающие по полной программе. Подождем ее. На урона, наверное, до хрена впитала, вот поэтому ее телепает во все щели. Так, что у нас тут? Клюшка для гольфа. Ну, возьмем. Не думаю, что она прям сильно пригодится. Здесь что-то различные. Слушай, я бы, может быть, здесь оставить бабу-то. Бабу-то, а? Так, что это такое у нас? Свечи для торта. Угу. Мячик, нет? Ничего не взять. Там говорилось, кстати. Да, вот сюда, здесь полно волейбольных мячей. Вот сюда надо будет положить какой-то мяч. Свечи где-то в другом месте надо будет применить. Я понял. Берем. Свечка такая пригодится. Так, я вот отсюда пришел. Дверей тут 1 штука. Ну, по логике вещей-то надо... Нет. По логике вещей надо бы все предметы... Да блин. И не камеру-то, чувак. Собрать все предметы на всех этажах, и тогда будет счастье. Ау. Понятно. Пойдем быстро. Быстрее, тетка. Ну, он сейчас встанет же. Пойдем быстрее. Нам надо выше забраться. Бля, ее еще телепает не могу. Все, женщина, побежали. Хрен знает куда, но побежали. Здесь берем кошака. Ты че? Подожди. А, я уже у него меч-то забрал. Плюшевого кота берем. Да. Тихо, тихо, тихо. Это у нас призрак Джаспера. По-моему, он. Так, слушай, вот здесь вот, да-да-да, торт. Торт. Стой, ну, бля, чувак. Отвали. Блин, он не дает. Где у нас свечки? Все, поставил свечи.
Есть что-нибудь такое тут поживиться? Он сейчас опять станет на... Эй, ну дай пройти-то. Закрыто. Закрыто. Да. Что тут у нас из полезного? Ни хрена особого. Ну, кстати, можно вот сюда наверх подняться. Еще собаки. Я думаю, что тут... Одну пока заглючил. Блин, я не знаю. В принципе... Так, давай-ка похилимся. Да ё-моё. Так, есть кошак. Кошак у нас... Вот еще надо его применить. Так, там лестница, по-моему. Сейчас я здесь посмотрю. Так. Ясно, там собаки. Или собаки, или обезьяны. Что-то из этого. Эта лестница не работает. Ладно. Там еще одна собака. Я вот не знаю, блин, то, что я бабу оставил, получит ли она урона. Вот опять, я тоже... Какие-то комнаты, она с тобой идет, а какие-то нет. Правило, она застревает, ее же еще телепает, к тому же. Так, тут у нас что? Клюшка. Ну давай возьмем драйвер. Нужны эти клюшки, блин, 300 лет. Я бы пару клюшек, наверное, выложил. И свечку. Так. Мы здесь сначала поставим свечу одну. Чтобы хотя бы во время высыпания урон не получать. Ну, достать ты ее. Это конец. Так, давай клюшки выложим. Я думаю, они не особо пригодятся. Они ломаются постоянно. Такое себе удовольствие. Ну, пусть будут. Просто в инвентаре. Топоры, я так понимаю, это самое такое оптимальное. О, записочка. Красный клочок бумаги. Продолжая вчерашнюю запись, я собираюсь обобщить все, что мне удалось узнать об Уолтере Салливане. Конечно же, это было длинное путешествие для ребенка его возраста, но он приезжал каждую неделю на метро или на автобусе. К сожалению, кто-то жил в этой квартире, и он не смог воссоединиться со своей матерью. Квартира 302. Год за годом он продолжал приезжать сюда, словно одержимый, чтобы просто заглянуть в квартиру. В конце концов, жильцы стали жаловаться и плохо с ним обращаться. Если видели его шатающимся здесь, Уолтер начал бояться жильцов и видел в них препятствия, мешающие ему видеться с матерью. Шли годы, Уолтер взрослел, и на него все больше и больше влияли учения культа.
Кроме того, его одержимость матерью и чувство обиды на окружающий мир стали еще глубже. Уолтер был поглощен одним конкретным трактатом из Библии культа. Сошествие Святой Матери 21 таинство. С 21 таинством Святая Мать явится в земле этого мира и принесет спасение грешникам. После того, как Уолтер покинул Дом желаний, он переехал в Плезант-Ривер, город по соседству с Сайлент-Хиллом. Какое-то время он жил жизнью обычного студента, но он все еще был полон горечи и обиды на остальной мир. Через несколько лет он начал воплощать в жизнь свой план – 21 убийство. Понятно. Двинулся малой, квартиру свою, комнату матери его замнил и начал убивать по 21 таинству, совершая определенный ритуал. Так, возвращаемся назад, собираем телку, по идее, по дороге, и можно... Блин, я же хотел меч взять, на всякий случай. Еще одна клюшка. Это ж клюшка. Айрон 5. Ладно, вроде будет. Нет, слава богу, то, что тут враги не респаунятся. В основном. Ну, правда, привидения, блин, достают. Петелка, которая коцаная, за тобой бегает. Прям вообще беда. Трудно с ней жить. Что за звуки? Мать вашу. Так, баба там где-то. На лестнице. Ай, тут не пройти. Все. Женщина, пойдем. Нам назад теперь. Прям что-то так сильно хрипит. Не, ну звуки, конечно, тут все больше и больше привлекают. Ай-яй-яй, блядь, поймал. Ну как он меня поймал? Там для меня еще метров 5, наверное, был. Пошел нахрен отсюда. Урод. Все. Тетя, пойдем. Блядь, тут их теперь двое. Отлично. Где баба? Все, заходим. Ой, жесть какая, а? Хоть за аптечкой возвращайся. Так, ну все. Это, получается, был самый верхний этаж. Надо теперь додуматься, короче говоря, где у нас находится зоомагазин. По идее, мне туда. Давай сюда вот сходим. Что тут? А это просто цветная красная стенка. Ну, по крайней мере, я здесь не был еще. Зоомагаз, отлично. Блять, и призраки. Ай-яй-яй. Так. Это такое. Да, ё-моё, питательный напиток, да. Стоять. Блин, тут просто их до хрена. Ребята, ну ё-моё. Так, стой, кошака. Да, они просто не дают даже подойти туда. И бабу телепает, да вы издеваетесь. Опа, рассосались тут все. Так, ну, дайте пройти.
Просто дайте пройти. Так, быстро куклу. Да, у меня жизни только не остается. Давай еще раз. Блин, я вот думаю, может есть резон? Да, хотя нет, тут просто 3 привидения сразу же. Ну, будем надеяться, то, что в этот раз, может быть, они зареспаунятся в другом месте, я не знаю. Пока не совсем понятно, как это работает. Подожди. Нет. Стой, мне что, назад? Ой, дичь какая, а? Ну, давай быстрее. Ну, хоть бегать пошустрее. Так. Отсюда у нас еще один ход есть. Вот сюда. Я думаю, надо слазить в дырочку. Выложить клюшечку. Я не знаю, наверное, на всякий случай меч взять или хрен с ним. Ну, просто 3 призрака в одной комнате. Они мне реально туда даже подходить не дают. Я не знаю, как бы. Так, клюшку выкладываем. Угу, это мы оставляем. Сколько у нас хилов? 2 всего. Ну, давай хоть так. 4 аптечки. Но я думаю, аптечки мы все-таки сохраним. Аптечка и ампула. Может быть экипирован вместе с оружием. Действие против духа пока надет, но через некоторое время ломается. Я возьму все-таки этот медальон с собой. Вдруг повезет. Но не повезет то, что дохрена будет призраков рядом. Поэтому я не знаю. Меч. Ладно, возьмем и его. На тот случай, если мне повезет, и я пришпандорю эту бабу, которая длинноволосая. Она больше всего, короче говоря, притягивает к себе и не дает играть просто элементарно. Этим беда. Так, давай хилимся, короче. Хилов все меньше. Урона я все получаю больше. Это плохо. Так, вот это дело сразу же ставим сюда. И поехали. Блин, а вот бабу как-то можно тут оставить? Тут же у нас призраков никаких вроде нет. Давай-ка побыстрее ее убежим. Просто чтобы она под ногами не мешалась. Ай-яй-яй. Все, вроде я без нее. Это берем. Ну, быстрее. Пули берем. Ага. Все, кота в клетку посадил. Окей. Тут у нас ничего. Зато, блин, призраков в вагон просто. Стоять. Не дают пройти. Если она будет мешаться,
Буду вынужден ей надавать по щам. Все. Кошака мы поставили. Теперь нам осталось, по идее, 2 шара. Бильярдный и волейбольный. Урона я не вижу, получил или нет. Ну, плюс 1 хилка. И патроны. Тоже хорошо. Как-то более-менее выруливаем ситуацию. Но бабу вылечить никак. Тан-тан-тан-тан-тан. По идее, у меня только одно место осталось. Так. Освободим место. 2 теперь. По идее, если нам ничего попадаться по дороге не будет, то вроде как должно прокатить на то, что мама потерялась. Пусть, наверное, она там сидит. Да? Ну, если что, заберем обязательно. Без нее попроще будет. Сейчас мы обойдем, короче, все остальные этажи по-быстренькому. Да не орит. Так, нам, по идее, сейчас на второй этаж двигать. Нет. Значит, сюда. 3 кнопки. Средняя, да. Закрыто. Значит, только здесь выход. Подожди, я же на среднюю. Давай на нижнюю тогда. Самый низ, поехали. То есть здесь всего 3 этажа. 3-й этаж делится где-то на 3 части примерно. Ладно, посмотрим. Ну, нужно взять будет, получается, бильярдный шар. Не вижу, что тут. Угу. Это не поднять ни хрена. Давай тут пройдемся, посмотрим. По идее, только призраки. Вот единственное, что может меня конкретно отмудохать. Бабу мы там в комнате сохранения оставили, так что переживет. Что тут вообще делает бильярдный шар? Так, хорошо. Поднимаемся. Не знаю, с какой я стороны окажусь. Ага. Тут врагов наверняка будет много. Да, мотыль-то. Ну, давай, бей ты по нему. 20-го раза попал. Тут несколько обезьян, да, будет по-любому. Как же без них-то? Надо будет только их поодиночке желательно выманивать. Катсцена. О, Уолтер младший, Уолтер старший. Я иду повидать маму. Прочь с дороги. Кто ты вообще такой? Меня зовут Уолтер. Уолтер Салливан. Пришло время завершить 21 таинство. И что же... Но это же мое имя. И что такое 21 таинство? Не волнуйся. Скоро ты все узнаешь. Ладно, пойдем навестим маму. Пусти меня, мне больно.
God damn it. Так, надо бильярдную искать. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, и сразу же на нее. Ай-яй-яй. Так. Давай, тетя, вставай, короче. Ты мне надоела. Ага. Тут все ребята, короче, да? Ребят с нашего двора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где-то штуки 3 должно быть обезьяны. Ну, тут их уже нет. Опа. Баскетбольный шар. Вовремя. Вовремя у меня место освободилось. Так, волейбольный мяч. Это я взял. И сюда. Идея что? Надо мне сейчас будет... Оп. Блин, я к этим чувакам тоже не особо-то готов, я смотрю. Давай, текай. Блин. Их очень много. По какой они траектории катаются? Что за хрень вообще? Все, валите от меня. Все. Успел. Так. Да, тут ничего. Да, бабу вы тут на стопудово уже вы замочили к тому времени. Если я не ошибаюсь, бильярд где-то был у них внизу. Просто мусор. Угу, 3 двери. Закрыто. Открыто, да, и третья была открыта всегда. Тут у нас из-за камеры не видно что-то. Так, вот он бильярд. Мы на него применяем бильярдный шар. Все. Я сделал. Так, лишнего у нас... Да, в принципе, ничего лишнего-то. Сейчас аптечка по-любому улетит. Записочка. Здесь записка. Босс сказал, что нам пришлось сменить телефонный номер из-за жалоб на странные шумы. Теперь нам придется поменять нашу вывеску на крыше. Вот же Марокко. Кстати, теперь код последние 4 цифры нового номера. Но не очень-то умно, как мне кажется. Угу. То есть номер, который я, когда оказываюсь в своей квартире, номер, тот, который на вывеске был, 3750, 555, 3750, да, я даже запомнил. Он теперь другой. Камон, мне туда не подойти, блядь. В доме мне там не посмотреть. Хотя, в принципе, быстро пробежать. Как вариант. Даже на телефон. Давай еще раз наберем, попробуем номер. 555 37 50. Номер телефона, до которого пытались дозвониться, больше не обслуживается. Номер 4890. Даже на вывеску не обязательно было смотреть. 4890, я понял. Вот тут опять засилие зла. Записок ничего? Да.
Ну, валим тогда. Так, ну по идее, что, 4890 это номер от той двери. Но я еще не положил. Сейчас по карте посмотрим. Кстати, вот, по-моему, это комната с часами, если я не ошибаюсь. Там, где все перевернуто было, вверх тормашка. Да, походу это она. Да, мы пока туда заходить не будем. Нам, получается, нужно добраться. Ну, бабу взять, естественно. Естественно, как же без нее-то. Так, а по жизням-то у нас что? Ну да, можно аптечку применить. Ячейка меньше. Короче, нам спорттовары. Там баба находится. И потом, главное, не забыть дорогу вот сюда. Блин, через тележки. Через тележки побежи. Ай-яй-яй, с теткой. Суки. Если бабенца это сейчас доебется длинноволосая, то я все-таки попробую захуярить. Быстрей. Нет, я не успел. Ладно, до свидули. Я чувака это вообще не заметил. Спрятался, гаденыш. Ну да, спорттовары за бабой, короче. Но можно еще вот здесь проверить, что за лестница. Тут тоже что-то было. Я как-то сюда возвращался. Ага. Это у нас лифт банальный. Так, нижняя, это я сейчас на нижней. Средняя это там, где я замочил призрака. Мне на верхний этаж. По идее. Я не помню. Да, ходов-то немного. Ну слушай, это возможно даже короткий путь будет. Мартышки? Мартышки. Тихо, дави. Оп, готово. Минус одна. Яйцебороды. Не злитесь. Ну, ребят, не злитесь. Сейчас всем достанется. Дави. Последняя. Мерзкие сволочи. По идее, я сейчас должен оказаться вот прямо рядом, где-то с бабой. Если я не ошибаюсь. Патроны для револьвера. Ага. Еще один меч. Ну, не знаю, может пригодится. Так. В принципе, ты сходил вроде как не зря. Но мне надо как-то короткий путь к телке найти. Интересно, я с этого лифта смогу доехать. Давай тут нажмем средний. Что мы из этого получим? Дверь закрыта. Тоже закрыта. Угу. Значит, отсюда мы только на нижний этаж и на верхний только. ОБЦД.
Я, получается, да, с обратной стороны, короче. С обратной стороны. Эти штуки я попал. Ну, стой, свечка. Блин, и свечка тут. Сколько полезного. Вот я сейчас, по-моему, уже запутался. Какой лифт, куда меня поведет? Угу. Я, значит, тут поднимался, и мне отсюда, с этого лифта, верхняя, по-моему. Короче, вся сложность тут в этих лифтах, короче, в лифтах. Правильно, надо, блин, приехать, короче, в определенную, с определенной стороны, получается, здание на две части как-то делится. С определенной стороны надо приехать, чтобы попасть в нужную локацию. Где-то тут наша женщина тусуется. Но она тусуется как раз рядом, где у нас спортзал. Спортинвентарь, короче, вот. Но главное найти, блин, нужную дорогу еще, ё-моё. Либо придется в обходную бежать. Так. Опа, а где тёлка? Я думал, она тут. Всё, положил. Можно, в принципе, меч выложить. Тут она. Блядь, где баба? Я ее посмотреть могу на карту? Вот она. Стой. Повернуться спиной, короче. И она где-то на лестнице. Тут лестниц никаких я не вижу. Вон она где застряла, короче. Тетя? То есть она даже здесь еще застряла. Печально. Где баба? Бля, да вы прикалываетесь, что ли? Я ее просто потерял. По идее, я должен был услышать, если бы ее замочили. Правильно? Вообще без понятия, где она. Может, я ее не там ищу? Она же может запросто где-нибудь даже в углу сидеть просто. Арти, может? Давай вот отсюда попробуем выйти. Нет, я отсюда пришел. Я потерялся, короче. Вон она. Неужели? Ранда, блин. Так.
Ну все, по идее, 48,90, короче, код. Теперь надо сообразить. Да, мы идем вот сюда. Для чего нарушает она геймплей, мешает сильно, теряется. Надо ждать постоянно. Жесть, короче. По идее, нам бы до лифте доехать. Было бы неплохо. До нужного нам места. Лифт где-то здесь. С этого лифта мы можем попасть. Тут, кстати, два. Здесь лифта нет. Значит, я тут его оставил. Едем на самый нижний этаж. С этого нижнего этажа мне нужно, короче говоря, добраться, где у нас эти тележки катаются. Собственно, и как бы все. Угу. Тетка-то у нас не ходит так. Короче, надо думать. Надо думать, как... Вот она не лазит, она. Лазит она никак. Еще нижний. Нет, ничего не произошло. Да, я спустился один. Блин, а как же ее-то туда переместить? Причем отсюда-то вроде только один ход. Там двери закрыты. Правильно? Да. Они все закрыты. А нахер. Надо как-то вот за этой стенкой оказаться. Вместе с бабой. А вот они, тележки. Ну, загадка, а? Короче, сама головоломка заключается в том, что как теперь эту бабу переместить так, как мне нужно. Вот как ее из лифта. Да, закрыто. Как ее с одного лифта перетащить в другой. Подвал она вот в этот не спустится никак. Если я здесь, вот она. Так мы оказываемся с другой стороны. Да ладно, ты не ори. Давай тогда среднюю попробуем нажать. Не знаю. Надо искать выход, короче говоря. Выход из этой ситуевины. Закрыто. Где мы тут? Нет. Нам не сюда. Нам на самый верхний этаж. Через одну из каких-то лестниц с верхнего этажа можно попасть в нужную нам локацию. Уже и код есть. Уже, блин, просто все есть. Так, лифта нет. Все есть, лифта нет.
Нам нужно быстренько как-то добраться до того места. Придется опять через призраков, короче, бежать. Вот только через какую сторону? Проблема. Отдели от плоти ту, кто матерью перерожденный является, и того, кто мудрости получатель. Угу. Высказалась. Окей. Так, получается, через лифт ее никак не протащить. 2 меча. Пусть один будет, хрен с ним. Опять она потерялась. Ждем. Я? Она теперь со мной? Да, она со мной. Короче говоря, у нас тут 1, 2 и 3. 3 двери. Какой-то из этих 2 мы должны попасть в ту самую локацию. Я в нее попал в первый раз, значит, она через эту дверь. Ну, буду охренительно надеяться, что... Так, тут... Да, тут лестниц никаких. Мне удастся добежать до нее. Все, полетели, короче, наверх. Тетя, давай быстрее. Пока я получаю урон, она успевает молиться. Делает, короче, что хочет вообще. Ну где ты там? Баба, давай быстрее, а. Меня же тоже грызут. Ёпа мать. Ну где ты там? Неужели? Побежали. Жизнь просто по-моему вообще. Быстрей. Жесть какая. Подожди, нет, блин, я даже не тут. Мне, по-моему, даже не сюда. Давай быстрей. Пробегаем. Нет. Я снова не тут. Снова мне не туда. Шли назад. Ну какая-то же дверь должна вести, правильно? Ну тут только вниз спуститься. Ну так я же оттуда и пришел. Все, полетели. Я запутался. Ладно, ребят, давай будем на этой серии заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжим в следующий разбираться, в чем же загвоздка. Всем пока.